правом нижнем углу во всех моих роликах расположен логотип канала, и с самого начала в него была заложена отсылка к этому ролику. Если приглядеться, в центре находится абстрактный складной нож, но это реальная модель, которую я буду делать в этом видео, и даже не один, а целую партию из 6 штук. Кстати, одновременно с выходом роликов я выкладываю изделия на продажу в своей группе ВК, так что если вы подписаны на YouTube, Instagram или ВКонтакте, то не пропустите выход новых партий. Конструкция ножа очень простая. Две половины рукояти и клинок соединены на одну ось. Каждая рукоять имеет ограничение в 180 градусов, при полном обороте клинок фиксируется. Эта система не новая, такие ножи были распространены в СССР. Так как делаю партию, решил заказать резку. 1,5 мм титановый лист порезал гидроабразивом. Из него получил заготовки клипсы и основы рукоятей. Рез получился аккуратным, края лишь слегка оплавлены. Начну с клипс для чехлов. Сначала обрабатываю внешние плоскости и скругляю края и концы. Заготовки очищены, можно начинать гнуть. Размечаю линии изгибов и приступаю. Титановый сплав очень твердый, поэтому перед сгибанием разогреваю место сгиба газовой горелкой. Пока металл горячий, он легко поддается деформации. Также можно разогреть определенную часть и согнуть в этом месте, но загиб будет с большим радиусом. Это будут концы клипс. Очищаю их от царапин и побежалости, финишно обрабатываю концы и делаю следующий загиб. Все очищаю и гну в последний раз, загибая клипсу саму в себя. В таком разогретом состоянии титан пластичный, почти как пластилин. Палец я не обжигаю, потому что титан медленно проводит тепло и конец клипсы не успевает разогреться. Клипсы решил обработать в битой плитке, чтобы придать им зацарапанную фактуру. Так они станут более неприхотливыми. Закрываю и закидываю в стирку. Готово. Фактура выглядит равномерной. Для того, чтобы они обработались и внутри, я их слегка разжал. И сейчас обратно сожму. Клипсы готовы. Пока что перехожу к рукоятям. Внутренние стороны рукояти слегка вышкуриваю. Отверстие под втулку вырезал чуть меньше, чтобы была возможность его подогнать. Растачиваю разверткой, так чтобы втулка легко вставлялась, но не было люфта. Нарезаю резьбы под заклепки. Прорезь слегка оплавлена, поэтому мне надо ее очистить и выровнять. Сначала прохожу надфилем, чтобы убрать жесткий нагар, а потом наждачкой. Тут главное не перестараться, а то можно испортить механику ножа. Теперь прорезь аккуратная, внешние края пока не буду трогать. Перехожу к клинкам. Клинки заказал на электроэрозионную резку. Заготовки вырезаются в растворе диэлектрика при помощи электрических разрядов, проходящих между материалом и тонкой струной. Этот способ очень точный, легко справляется с закаленной сталью и не нарушает закалку. Также мне сделали плоскошлиф, и заготовки пришли уже чистые и ровные. Отверстие под втулки сделал также чуть меньше. Рассверливаю его специально переточенным сверлом по стеклу. Люфт практически отсутствует. Края заготовок после резки имеют шероховатую фактуру. Их обрабатываю и выглаживаю. Края гладкие, слегка выравниваю внешние плоскости, чтобы сделать однонаправленную фактуру.
Все плоскости выглажены, и я могу приступить к спускам. Закрепляю клинок в специальном приспособлении, выставляю угол и, ориентируясь на разметку центров, приступаю. Сначала прохожу грубыми лентами, затем мельче и мельче, и дохожу до 400-й. Клинки свел тонко, и, учитывая их толщину в 2,2 мм, резать они будут хорошо. Для придания клинкам большей изящности делаю продольный сатин. Края островаты, для большего комфорта снимаю фаски. Так выглядит намного красивее. Внешние плоскости закрыл скотчем, чтобы случайно не зацарапать. 2-миллиметровый стопорный пин запрессовываю в специальное отверстие при помощи тисков. Концы с запасом, поэтому стачиваю их и скругляю. Клинки полностью готовы. Теперь у меня есть готовые клинки, лайнеры, клипсы, и я могу отдать их на гравировку. Придумал дизайн, подготовил файлы и отдаю. На клинки поставил марку стали. Я не хотел портить простоту клинков, поэтому выбрал место на торце. На клипсы поставил свой логотип, а на лайнеры логотип, дату и порядковый номер в партии. Надпись будет внутри и видна только в момент открывания. Так как клипсы готовы, приступаю к чехлам. Протестировал несколько прототипов и пришел к вот такой форме. Нож будет вставляться в чехол, как в классические ножны. В качестве материала взял толстую кожу. Распечатал выкройки и по ним вырезаю заготовки. Заранее прокалываю шилом отверстия, по которым они будут сшиваться. Для того, чтобы клипса не выпирала, с внутренней стороны делаю под нее углубление. Фрезеровать кожу так, как твердый материал, не получается, поэтому засверливаюсь фрезой внутрь со сдвигом в пару миллиметров. И после прохожу фрезой. Подгоняю толщину заготовок и выравниваю внутренний слой. Приступаю к креплению клипсы. Наклеиваю трафарет из бумажного скотча, чтобы не испачкать лишнее клеем. Наношу клей на основу и кусочек кожи, который будет закрывать клипсу. Вклеиваю клипсу и сверху накрываю тонкой кожей. Для прочного склеивания зажимаю в специальное приспособление. Затягиваю и оставляю сушиться. После полного засыхания все скреплено намертво. Клипса не выступает, все плоско. Сшиваю две половинки вместе, используя толстую вощеную нить и две иглы. Выравниваю края и полирую с воском. Последним этапом формую при помощи болванки и воды и оставляю сушиться. Перехожу к шайбам. Делаю из тонкой латуни и подгоняю внешний диаметр при помощи дрели. Для этой модели мне требуется две пары шайб. Внутренние, они большие, и внешние. Они поменьше, и по ним будет скользить винт. В больших шайбах заранее скопировал отверстия для стопорного пина, чтобы они одевались на готовые клинки.
Накладки делаю из прочного стеклотекстолита G10. Выбрал цветовую гамму и начинаю фрезеровать отверстия для винтов и заклепок. Фрезерую с водой, чтобы не перегреть материал, иначе по краям отверстий может появиться изменение структуры. Диаметры винтов и заклепок одинаковые, для придания большей лаконичности дизайну. Накладки готовы, теперь заклепки. Для заклепок взял нержавеющие винты. Закрутил во втулку, чтобы не повредить резьбу. И стачиваю, убирая насечки и подгоняя диаметр под отверстия в рукоятях. Делаю пропил для плоской отвертки и укорачиваю резьбу, чтобы она не выпирала из рукоятей. Дополнительно снял фаску и обработал. Выглядит приятно. Перед склейкой протестировал и подогнал механику каждого ножа. Собирать рукояти буду на эпоксидный клей. Тщательно очищаю и обезжириваю каждую деталь. Замешиваю эпоксидку и для каждого цвета накладки подбираю свой колер. Промазываю все склеиваемые поверхности и собираю на винты. Затягиваю и оставляю на сутки. После полного затвердевания эпоксидки стачиваю выпирающие заклепки. Использую свежую ленту, чтобы не перегреть, и охлаждаю водой. Накладки заклепки за подлицо и рукояти одной толщины. Стачиваю лишние края накладок и подгоняю их к титановой основе. Внешние контуры готовы, обработаны на самой мелкой ленте. Теперь скругляю верхнюю часть рукояти для более удобной формы. Сначала грубо, а затем все мельче и мельче, пока не довожу до почти зеркального вида. Обрабатываю края, снимаю фаски и дополнительно зашкуриваю углы. Рукояти почти готовы, остается только заполировать. Для полировки взял очень мелкую алмазную пасту. Сначала полирую на круге, а потом вручную. Рукояти готовы. Заклепки отполированы в зеркало. Сразу закрываю малярным скотчем, чтобы не зацарапать заполированную поверхность. Последние детали — это замочки. Их перетачиваю из нержавеющих винтов. Отпиливаю шляпку, она тут лишняя. Обрабатываю наждачкой и стачиваю по форме пики. Лишнюю длину резьбы стачиваю. Получаются вот такие детальки. Вкручиваться будут в одну из рукоятей и фиксироваться на другой. Последним этапом затачиваю клинки. Сверху оставлена небольшая параллельная площадка, за которую удобно крепить точилку. За счет тонкого сведения клинки точатся довольно быстро. Но открывать консервные банки ими, конечно, не надо. Все-таки они для хорошего реза. Проверяю остроту и начинаю сборку. Это самое меньшее количество деталей, которое у меня получалось. Всего 9 штук. Вкручиваю винт на фиксатор резьбы.
и ставлю замок на место. Под винт кладу шайбу, осевой винт, клинок с шайбами, рукоять. Закручиваю все на фиксатор. Фиксатору нужно время, чтобы застыть, иначе винт будет откручиваться при повороте рукояти. Люфт не ощущается, рукоять плавно и свободно ходит. Все чехлы подогнал к ножам. Чехлы легко вставляются и не выпадают. Теперь небольшой обзор. Клинок сталь М390. Лайнеры титановый сплав. Винты заклепки замок нержавеющая сталь. Накладки стеклотекстолит. Шайбы латунь. Длина клинка 7,5 см, толщина 2,2 мм. Общая длина 17 см, в сложном виде 9,5 см. Средний вес ножей 60 грамм. Ножи открываются как двумя руками, так и одной. На замке есть специальный скос, который помогает легко защелкивать нож для фиксации. Рукояти ходят плавно, люфта в них не ощущается. В открытом виде клинок стоит жестко и не люфтит. В комплект идет кожаный чехол с титановой клипсой. Чехол помогает защитить нож от царапин при перевозке в сумке. Его можно закрепить за клипсу на ремень и использовать как кобуру. Нож легко вставляется и не выпадает даже при активных действиях. Если ремня нет, то его можно вставлять в карман клипсой наружу. Что удобно, при вытаскивании ножа чехол остается в кармане и не выпадает. Получается отдельное место, чтобы не таскать нож с телефоном или мелочью. Размеры ножа универсальные, поэтому им удобно пользоваться как в городских условиях, так и на природе. Форму я подчеркнул с классических перочинных ножей. При небольших размерах такая рукоять ощущается удобной и не впивается в ладонь. Клипсу решил не делать для большего комфорта и возможности пользоваться как правой, так и левой рукой. Конструкция простая и открытая, легко моется. Все детали коррозийностойкие, так что хранить этот нож в чистоте будет несложно. Из всех моих моделей ножей, это получилось самой минималистичной. Партия пробная, поэтому всего 6 цветов, но если модель окажется востребованной, то буду выпускать еще партии в других цветах. Из всех цветов мне больше всего понравился розовый. Очень приятный и легкий оттенок. Для этой партии я даже решил сделать новую упаковку в виде небольших коробочек крышка-дно. Обычно на каналах снимают анпакинг, но так как я производитель, сниму наоборот, запаковку.